вами доктор Кострик. Хочу поблагодарить всех тех, кто нас смотрит, ставит лайки, кто подписался на канал доктор Кострик. Ведь это лучшая награда за наш труд. Кто не подписался, подписывайтесь. Мне очень будет приятно видеть вас среди своих подписчиков. Чтобы исключить симптомы рака простаты, другие заболевания, есть несколько тестов, которые должны пройти мужчины после 40 лет. Давайте поговорим об этом. Все мы знаем, что профилактика лучше, чем лечение. И все же мужчины, в отличие от женщин, избегают врачей как огня и решаются на медицинские осмотры только тогда, когда чувствуют боль. Советую, что и как часто нужно проверять в 40 лет и старше. Концентрация глюкозы, то есть сахара в сыворотке крови, анализ мочи, липидограмма, то есть профиль липидов, концентрация мочевой кислоты в сыворотке крови, электрокардиограмма, самостоятельный осмотр яичек, антиген простаты, рентгенограмма грудной клетки, обследование прямой кишки, гастроскопия, анализ кала на скрытую кровь, офтальмологические обследования, стоматологический осмотр. Мы знаем, что мужчины падают в обморок, когда видят кровь, но вы можете это делать один раз в год. Морфология позволяет оценить общее самочувствие больного, а также обнаружить тревожные сигналы, свидетельствующие о развитии заболевания. В крови, взятой из вены, определяют не только концентрацию гемоглобина или количество эритроцитов и лейкоцитов. Можно определить некоторые их свойства, например, размер форменных элементов крови или степень насыщения кислородом. Но и подобные соотношения между ними в том числе. Это позволяет нам только ответить на вопрос, страдает ли пациент анемией, как он реагирует на лечение инфекции, правильно ли он питается. Концентрация глюкозы, то есть сахара в сыворотке крови. Это помогает определить риск диабета. Высокий уровень сахара в крови, называемый гипергликемией, является признаком диабета. Нормальный уровень глюкозы в крови не должен превышать 5,55 ммоль на литр. Анализ мочи – это еще одно простое исследование, которое может много рассказать о состоянии нашего тела. Нормальная моча кислая, pH 4,8-6,9 или нейтральная pH 7. Щелочная реакция может указывать на бактериальную инфекцию мочевыводящих путей. Важен ее цвет в норме соломенно-желтого цвета и прозрачная. Нормальная моча не содержит глюкозы, белка, кетоновых тел, бактерий, желчных пигментов. Красный цвет свидетельствует о наличии крови, эритроцитов. Если моча мутная, в ней могут быть кристаллы или лейкоциты. Если лейкоцитов очень много, тогда можно говорить, что в моче гной. Глюкозурия – типичный симптом сахарного диабета. В свою очередь, пенистая моча может быть связана с избыточной секрецией белка, что свидетельствует о нефротическом синдроме. Тест также включает относительную плотность мочи. Повышенные значения могут свидетельствовать об обезвоживании пациента или наличии в пробе аномальных веществ. В свою очередь, снижение плотности может быть симптомом печёночной недостаточности и почечной недостаточности или инфекционных заболеваний почек, например, пилонефрита. Липидограмма, то есть профиль липидов. Липидограмма является результатом лабораторного теста, который проверяет концентрацию общего холестерина, липопротеина высокой плотности и липопротеинов низкой плотности и триглицеридов. Пометив так называемый плохой холестерин, норма 115 мг на децилитр для любой без болезни сердца и сосудов, может выявляться угрозой атеросклероза, ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. Мужчины после 40 лет должны проверять свой липидный профиль каждые 2 года. С другой стороны, люди с семейным риском сердечно-сосудистых заболеваний, с избыточным весом или ожирением, а также курящие сигареты должны ежегодно проводить липидный профиль.
Концентрация мочевой кислоты в сыворотке крови. Избыток откладывается в сыворотке крови из-за врожденной предрасположенности, но ему благоприятствует употребление в пищу большого количества мяса. Это называется гиперурикемия. Если вы пренебрегаете лечением и не меняете диету, возникает так называемая подагра. А видео об этом заболевании и об особенностях диеты уже есть на канале Доктор Кострик. Кто не посмотрел, обязательно посмотрите. Итак, причина заболевания – отложение кристаллов мочевой кислоты в суставах. Его часто путают с ревматизмом, поэтому боли, которые возникают в суставах и костях, очень напоминают эту боль. Повышенный уровень мочевой кислоты в плазме крови, норма 3,5-7 мг на децилитр, может свидетельствовать о наличии онкологических заболеваний, почечной недостаточности, псориазе и некоторых заболеваниях печени. ЭКГ. Болезни, от которых чаще всего страдают мужчины, это сердечно-сосудистые заболевания. Если вы хотите, чтобы у вас было здоровое сердце, не отказывайтесь от этого обследования. Это короткое, неинвазивное и безболезненное кардиологическое исследование является основой для диагностики аритмий, ишемической болезни сердца, инфаркта. Мужчинам старше 40 лет следует каждые 3 года проводить электрокардиограмму, даже если они не считают нужным. Самостоятельный осмотр яичек – это одно из исследований, которое должен пройти каждый мужчина, независимо от возраста. Самообследование можно проводить во время принятия ванны или душа. Достаточно уделять ему 3 минуты каждый месяц. Здоровое яичко должно быть мягким, гибким, гладким и не должно вызывать болезненных ощущений при прикосновении. Если при самообследовании вы почувствуете уплотнение, фиброз, обязательно обратитесь к урологу. Но, уважаемые мужчины, ваши яички должны проверяться врачом каждые 2-3 года. Он также примет решение о необходимости проведения дополнительных визуализирующих исследований, например, УЗИ или лабораторных исследований. Антиген простаты. Другим важным типично мужским тестом является контроль простаты. Одним из наиболее часто используемых обследований для диагностики заболеваний предстательной железы является анализ крови, который измеряет концентрацию специфического антигена простаты. Слишком высокий его уровень свидетельствует о нарушениях внутри органа. Причиной может быть рак предстательной железы, а также ее инфекция или легкое увеличение ее. Нормы меняются с возрастом, но в целом результат не должен превышать 4 нанограмма на миллилитр. Помните, рак простаты – это очень опасный враг. Ежегодно от него умирает очень много мужчин. В нашей стране много случаев рака выявляют только в 4-й стадии. И вместо спасения жизней врачи борются только за ее продление. Рентгенограмма грудной клетки – это одно из самых важных обследований, быстрое и безболезненное. Она позволяет визуализировать дыхательные пути, легкие, отделы позвоночника, сердце и кости грудной клетки. Рентген грудной клетки помогает в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, пневмонии, туберкулеза, эмфиземы, а также истинного убийца среди онкологических заболеваний, то есть рака легких. Мужчинам старше 40 лет рекомендуется делать рентген грудной клетки каждые 2 года, если нет специальных показаний для этого. Не путайте рентген с флюорографией. Обследование прямой кишки. Это страшно, смущающе и упорно, но почти безболезненно и длится всего несколько минут. Что очень важно, оно используется во многих областях медицины, является рутинной урологической процедурой у мужчин и позволяет оценить как предстательную железу и выявить ее возможное увеличение, что важно как при диагностике доброкачественной гиперплазии предстательной железы, так и при раке предстательной железы, а также исследовать
семявыводящие протоки и семенные пузырьки. Ректальное исследование применяют в проктологии, диагностике геморроя и профилактике онкологических заболеваний, колоректальный и ректальный рак. Гастроскопия. Только подумав об этом, у многих из нас мурашки по коже. И все же после волшебных 40-х годочков эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта, пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки следует проводить каждые 5 лет. Хотя гастроскопия не самая приятная процедура, она приносит много диагностических преимуществ и часто спасает жизнь. Тест помогает диагностировать язву желудка, двенадцатиперстной кишки, рак пищевода и рак желудка. Анализ кала на скрытую кровь. После 40 также нужно проверить, что нет риска заболеть раком толстой кишки. С этой целью следует провести исследование кала на скрытую кровь, что помогает в диагностике необъяснимых ректальных кровотечений и в диагностике заболеваний, связанных с нарушениями пищеварительной системы. Тест является неинвазивным, требуется только представить образец для лабораторной оценки. Его положительный результат подтверждает кровотечение в желудочно-кишечный тракт, но еще не является признаком какого-либо серьезного заболевания. Необходима дальнейшая диагностика в этом случае. Офтальмологическое обследование. С возрастом также увеличивается риск заболеваний глаз, катаракты, глаукомы и дегенерации желтого пятна. Уже в 40 лет каждый из нас будет страдать пресбиопией, то есть ухудшением зрения из-за затвердевания хрустальника и ухудшения аккомодационной способности глаза, или же можно сказать, что это аномалия рефракции глаза, при которой человек не может рассмотреть мелкий шрифт или маленькие предметы на близком расстоянии. Мы можем исправить пресбиопию с помощью очков, мультифокальных линз или лазерной коррекции зрения. Раз в год следует посещать офтальмолога для проверки зрения, осмотра глазного дна и измерения внутриглазного давления. Стоматологический осмотр. О том, что кабинет стоматолога надо посещать раз в полгода, а не тогда, когда болит, даже упоминать не нужно. Периодические посещения состоят из 2 частей. Проверка на наличие полостей, зубного налета и зубного камня и чистка. Надеюсь, информация была полезна для вас. Будьте здоровы, оставайтесь с нами. А я с вами не прощаюсь. До новых встреч!